В этот раз, дорогие друзья, мы не отправимся в космическое путешествие. Мы из него вернемся. Давайте представим, что очень долго искали приключения в глубинах Вселенной. Звездные бури, призрачные туманности, неимоверные звезды и планеты, вспышки сверхновых и столкновения галактик. Чего только нам не пришлось увидеть и пережить. Яркие удивительные впечатления бьют буквально через край. Но все очень соскучились по родной планете. И самое большое желание сейчас — увидеть Землю. Мы знаем, что не удастся обнять родных и близких. Наш звездолет бороздил космос на сверхсветовых скоростях. А значит, согласно общей теории относительности, время в нем текло медленнее, чем на Земле. Наша экспедиция вернется в далекое будущее, когда многое на планете станет другим. Но в любом случае мы прилетаем домой, и впереди радостные объятия, крепкие пожатия рук потомков. Что может быть прекраснее после долгого скитания по чужим мирам? Однако торжественной встречи не происходит. Нас никто не ждет. После осмотра планеты мы понимаем, что на ней никого нет. Человечество полностью исчезло с Земли. Какой окажется планета без людей? Полной огромных монстров, либо разумных существ? И что за деликатесы мы найдем пригодными в пищу даже через миллионы лет? И как человеческое наследие может создать в космосе обитаемые миры? На первый взгляд ситуация кажется нереальной. Все люди исчезнут? Как такое возможно? На самом деле нечто подобное уже случалось в далеком прошлом. Возьмем динозавров, которые миллионы лет доминировали на планете и достигли небывалого разнообразия видов. Тем не менее, древние ящеры исчезли 66 миллионов лет назад, вероятно, из-за падения на Землю астероида. Еще раньше извержения вулканов могли привести к великому пермскому вымиранию большинства видов живых существ. В целом пропали более 99% видов растений и животных, когда-либо обитавших на планете. Если мы пока не вошли в один оставшийся процент, то это не значит, что так будет всегда. Насколько велика вероятность исчезновения людей, решила выяснить команда ученых из Института будущего человечества при Оксфордском университете. Прежде всего, исследователи оценили опасность глобальных природных катастроф. Одна из них — падение на Землю крупных небесных тел. Они постоянно угрожают нашей планете. Так, потенциально опасный астероид 2024 BR4 длиной более 300 метров пролетел мимо нас 14 февраля 2024 года, прямо в день Святого Валентина. Небесный камень даже прозвали «космический поцелуй», но это не совсем верно. Астероид прошел мимо нас в 12 раз дальше, чем находится Луна. Если бы он действительно приблизился бы к Земле вплотную, как для поцелуя, то натворил бы множество бед. 2024 BR4 длиной может достигать более 300 метров. По максимальной оценке он примерно такого же размера, как нефтяной танкер, 6 плавательных бассейнов олимпийского размера или небоскреб. Астероид мог вызвать взрыв по мощности, равный сотням атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Это привело бы к апокалипсису на планете. Подобная участь человечеству грозит и при извержении супервулкана, например, Йеллоустоуна в США. Ученые считают, что он готов взорваться в любой момент. Даже сейчас, когда вы смотрите это видео, мощность извержения может равняться детонации 1000 атомных бомб и привести к глобальной катастрофе. Сверхновая теоретически тоже способна расправиться со всем живым на нашей планете, даже с огромного расстояния. Астрономы говорят, что в любой момент может взорваться звезда Бетельгейзе из созвездия Ориона. Она расположена очень далеко, в 600 световых годах от нас. Однако ученые Австралийского университета Южного Квинсленда считают, что ее взрыв серьезно зацепит Землю. Но лишь в том случае, если полюс Бетельгейзе в этот момент будет направлен прямо на нас.
Тогда до Земли доберутся смертельные потоки излучения сверхновой. Они полностью простерилизуют планету, уничтожив все формы жизни. В целом, авторы исследования из Оксфорда пришли к выводу, что вероятность вымирания человечества по естественным причинам в любой год составляет 1 к 14 тысячам. Много это или мало? Судите сами. Данный показатель выше, чем риск быть съеденным акулой или умереть от удара молнии. И он почти равен вероятности попасть в смертельную авиакатастрофу на коммерческих рейсах. Так что, как видим, угроза погибнуть от естественных событий очень мала. У нас намного больше шансов погубить себя самим. Одним из вариантов катаклизма Джон Сотес из Университета Хопкинса в США считает появление микроорганизмов, которые вполне способны вызвать фатальную для человечества пандемию. Или нас может уничтожить вышедший из-под контроля искусственный интеллект. В свою очередь, австралийские ученые предрекают крах цивилизации, а затем гибель человечества из-за изменения климата в ближайшие 30 лет. Даже если температура поднимется на 3 градуса, последствия окажутся для нас смертельными. Также мы видим, как возросла угроза ядерного апокалипсиса. Во время кубинского кризиса 1962 года Джон Кеннеди оценил вероятность атомной войны как 1 к 3. В последнее время напряженность между странами опять выросла. Вряд ли сейчас опасность ядерного удара ниже, чем в тот период. Кроме быстрой гибели человечества от катаклизмов, ученые из Оксфорда учли возможность более медленного вымирания по естественным причинам. В расчет принимались такие факторы, как изменение окружающей среды, эволюционная гонка вооружений и приспособляемость видов. Однажды мы можем проиграть это соревнование. Уже сейчас многие виды готовы победить человечество в борьбе за выживание. Если, к примеру, на Земле по какой-то причине повысится радиация, то кто знает, справятся ли с этим люди. У тихоходок наверняка окажется намного больше шансов. Они в 1000 раз устойчивее к облучению, чем мы. Какой будет Земля, если по одной из подобных причин человечество когда-то действительно исчезнет? Об этом снято много фантастических фильмов. Ученые тоже задаются подобным вопросом. Они основываются не на собственных фантазиях, а на научных расчетах, моделях и симуляциях. К тому же подсказки дает природа, хотя только в краткосрочной перспективе. Речь идет о давно заброшенных местах на Земле. Так некоторые районы крупного портового города США Нового Орлеана опустели совсем недавно. В 2005 году ураган Катрина устроил там настоящий апокалипсис. После этого люди отказались возвращаться в родной город по моральным или финансовым причинам. И природа уже вовсю вносит свои изменения в это безлюдное место. А база военно-морского флота США, расположенная неподалеку от Сан-Франциско, была центром ядерных исследований после Второй мировой войны. В свое время здесь собрали атомную бомбу «Малыш», которую сбросили на Хиросиму. После окончания проекта базу постепенно очистили от радиоактивных отходов. В 1994 году она была закрыта и пришла в запустение. Украинский город Припять опустел из-за радиации после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. После взрыва 4-го энергоблока атомной электростанции город был наполнен радиоактивной пылью, которая прочно въелась в грунт, деревья, дома. К югу от него расположен так называемый «рыжий лес», полностью засохший после катастрофы. Сейчас он постепенно восстанавливается и заодно очищает окрестности, впитывая радиацию из грунта. Но самым жутким из заброшенных мест считается Норвичская государственная больница в американском штате Коннектикут. Она окутана сотнями легенд, от которых холодит кровь. Многие из мифов связаны со зловещими призраками, безжалостно убивающими людей. Страшные слухи возникли не на пустом месте.
В этой психиатрической лечебнице содержались тысячи душевнобольных, в том числе преступники-социопаты. Здесь нередко происходили самоубийства среди пациентов и работников больницы. С 1970-х по 90-е годы все здания заведения были закрыты. С тех пор комплекс пустует, да и селиться вблизи него желающих нет. Русский поселок Пирамида на Шпицбергене тоже может стать рекордсменом среди заброшенных мест, но по другой причине. В годы СССР он был построен в связи с открытием в этом месте перспективной шахты. В начале 90-х добыча угля резко сократилась, и люди начали покидать пирамиду. Ныне поселок законсервирован, а природа практически вернулась в нем в первобытное состояние. Специалисты говорят, что пирамида из-за благоприятного климата не разрушится в течение 500 лет, став рекордсменом среди поселков на Земле. Сейчас у нас тоже есть примеры поселений, которые пустуют еще дольше. Мертвый город Ангкор в Камбодже славится гигантским храмовым комплексом с уникальной архитектурой. Он был разорен сиамскими войсками около 600 лет назад и с тех пор заброшен на века. В XIX веке его вновь открыли, а также провели работы по консервации этого удивительного памятника старины. Ну и, конечно, не стоит забывать о памятниках самых древних цивилизаций – египетской, греческой, китайской, нубийской и других. Те государства уже давно исчезли, однако их заброшенные поселения и множество артефактов существуют уже тысячи лет. Но мы вначале допустим, что вернулись на планету спустя всего лишь сутки после исчезновения людей. Конечно, кардинально ничего на планете еще не изменится. Однако ночи на Земле станут значительно темнее. Большинство электростанций, работающих на ископаемом топливе, уже исчерпают запасы и прекратят работу. В результате произойдут каскадные отключения электричества по всему миру. Впрочем, будут и многочисленные исключения. Останутся освещены те районы, что питаются от гидроэлектростанций, ветровых турбин и солнечных батарей. Генераторы плотины Гувера пока тоже выстоят. Машины приводят в действие потоки воды из озера Мид, что позволит обеспечивать электроснабжением пустующий Лас-Вегас. Его сияющие огни по-прежнему будут видны из космоса. Аварийное освещение еще какое-то время сможет работать в некоторых особо важных зданиях, таких как штаб-квартира ООН. Однако без подзарядки оборудование продержится чуть больше суток, после чего отключится. Буквально через несколько дней отсутствие электричества начнет катастрофически отражаться на некоторых произведениях искусства. Первым пострадают музеи восковых фигур, которые расположены в местах с жарким климатом. Без кондиционеров их экспонаты быстро растают, превратившись в бесформенные горы воска. В то же время Землю озарят другие огни. По всему миру в жилых домах вспыхнут пожары. Их вызовут взрывы, спровоцированные утечкой природного газа. Запылают и городские трущобы Бразилии, Мексики. К возгораниям приведут короткие замыкания в их изношенных электрических трансформаторах. Мелкие аварии добавят яркости этому фейерверку. В пивоварнях Сент-Луиса из-за отключения электричества будут взрываться баки с бродящим пивом. На сахарных заводах в воздухе скопится большое количество сладкой пудры, которая вызовет короткие замыкания и пожары. Бытовые газовые баллоны постепенно сдетонируют под давлением, что также приведет к возгораниям. И по всему миру начнут взрываться цистерны со сжиженным природным газом. Ядерной катастрофы, скорее всего, в первое время не будет. Через 48 часов, зарегистрировав снижение потребляемой энергии, атомные электростанции перейдут в безопасный режим и прекратят подачу электроэнергии. Вместе с тем, число катаклизмов с течением времени продолжит возрастать. Из-за неполадок перестанут работать очистные сооружения, что приведет к загрязнению рек и озер. Всего через пару месяцев круизные суда на Аляске потонут под весом намерзшего на них льда.
А спустя примерно 2 недели начнется нечто ужасное. На атомных электростанциях испарится вода, охлаждающая все оборудование. Это приведет к многочисленным взрывам и авариям, как на АЭС Фукусима-1 и Чернобыльской АЭС. Огромные регионы будут заражены радиацией. Последствия катастрофы на десятилетия нанесут колоссальный ущерб природе, а потом экология начнет постепенно восстанавливаться. Но радиационное загрязнение успеет пагубно сказаться на некоторых популяциях животных в этих регионах. В целом, животный мир начнет быстро меняться. Всего за несколько дней от недостатка пищи вымрут виды вшей, паразитирующих исключительно на человеке. Вскоре за ними последуют и тараканы, которые, скорее всего, не сумеют приспособиться к жизни в дикой природе. Домашние животные сначала смогут пить воду из растаявших холодильников или питаться неубранными продуктами, но затем им придется покинуть дома или умереть от голода. Декоративные породы собак и кошек, не приспособленные к жизни в дикой природе, быстро погибнут от хищников либо нехватки пищи. А пустые здания вместо домашних любимцев обживут дикие животные. Еноты, волки, лисы. Из-за сырости деревянные конструкции домов также привлекут полчища термитов и муравьев-древоточцев. Медведи, койоты, рыси, пумы и другие хищники, обычно сторонящиеся городов, начнут заселять окраины. Зато уже через год мир станет намного зеленее. Пашни откроет молодая поросль деревьев. В дальнейшем из них вырастут густые леса. В городах растения начнут пробиваться в трещинах сквозь дорожное полотно улиц, шоссе и даже зданий. Рекордсменом, вероятно, станет плющ кудзу. Он растет просто с космической скоростью, достигающей 1,5 метра в сутки, и быстро перехватит инициативу у многих растений. Плющ за год превратит предместья городов с благоприятным климатом, таких как Атланта в США, в сплошной зеленый ковер. Несмотря на катаклизмы, через несколько лет Земля еще будет выглядеть как несколько потрепанный, но вполне узнаваемый мир людей. Будто бы все решили одновременно куда-то сходить в гости и вот-вот вернуться. Однако многое изменится за это время на планете. Вернувшись из космического путешествия ночью через 2-3 года после исчезновения людей, мы сразу почувствуем неладное. Города полностью утонут во тьме. К тому времени все системы по разным причинам уже окончательно отключатся. Например, плотина Гувера перестанет вырабатывать электричество после того, как моллюски забьют охладительные трубы. Всегда сияющий огнями Лас-Вегас в Неваде тоже погаснет. Солнечные батареи, дающие электроэнергию, придут в негодность из-за скопления пыли на их поверхности. На площади Таймс-сквер есть рекламный щит с лампочками, которые запитаны от 64 солнечных батарей и от 16 ветряных турбин. Однако даже это сооружение уже потухнет. Лампочки будут перегорать, а поменять их окажется некому. Только огонь продолжит бушевать на планете и освещать отдельные участки ночного неба. Возгорание вызовет, к примеру, топливо, которое начнет вытекать из проржавевших бензобаков автомобилей. Одного удара молнии хватит для взрыва горючего и возникновения пожара. А через несколько десятилетий с неба начнут падать спутники. Без поддержки скорости движения из центров управления они медленно приблизятся к Земле и, в конце концов, врежутся в поверхность планеты. На головы участников экспедиции может даже обрушиться Международная космическая станция. Она также начнет постепенно снижаться, пока не рухнет, поскольку никто не будет корректировать ее орбиту. Вместе с ней погибнут оцифрованные образцы человеческих ДНК. Все на планете продолжит обветшать и разрушаться. Морская вода полностью затопит прибрежные города на территориях, осушенных искусственными дренажными системами. К ним относятся такие мегаполисы, как Лондон и Амстердам. Другие города продолжат зарастать травой, деревьями и лианами. Через 5-15 лет они будут выглядеть с орбиты как сплошной зеленый ковер. 3/4 всех дорог, площадей и тротуаров в мире покроются растениями. Поросль проникнет внутрь зданий через щели, однако не сможет разрушить кирпичные и каменные дома. Тем временем многие деревянные постройки сгорят, сгниют или будут уничтожены термитами. Устоит только лиственница. Ее практически не поражают насекомые, плесень и процессы гниения.
поэтому древесина может сохраняться сотни лет. Через 30-50 лет значительная часть бытовых предметов в домах будет уничтожена временем. Техника от пыли и ржавчины быстро придет в негодность. Одежда и обувь истлеют, а фотографии и денежные купюры повредят микроорганизмы. Большая часть из миллионов автомобилей превратится в груду металла. Шины же, напротив, будут разрушаться на несколько веков дольше. К концу первого столетия на Земле без людей почти у всех зданий развалятся крыши и железные конструкции зданий. Мост «Золотые ворота» и Бруклинский мост рухнут из-за коррозии несущих тросов. Разрушатся также такие, казалось бы, крепкие конструкции, как колонны зала высшей гармонии в запретном городе в Пекине. Еще 20-30 лет устоят толстые колонны помещения, хотя и они еще через 10-20 лет распадутся на куски. Неповрежденным может остаться лишь золотой императорский трон. Но не все человеческое наследство будет гнить или разрушаться тихо и мирно. Так из-за коррозии разрушатся цистерны с токсичными веществами типа хлора. Ветер разнесет по планете ядовитые облака, которые отравят все живое на своем пути. Попав в воду, хлор вступит с ней в химическую реакцию, образуя соляную кислоту. Это поставит под угрозу существование многих водных организмов. Хаос и разрушение отправят в небытие множество шедевров архитектуры и искусства. Сады Версаля зарастут, в зеркальном зале провалится крыша, многочисленные уникальные зеркала от непогоды упадут и разобьются. Фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» осыплется от чрезмерной влаги. Картина «Мона Лиза» гениального художника покрыта специальным защитным стеклом. Оно выдерживает попадание снаряда и надежно охраняет полотно от сырости. Однако за 100 лет шедевр полностью съедят жуки-точильщики. Царство тлена, в которое мы вернемся из космического путешествия, наверняка будет действовать угнетающе. Но больше всего нас расстроит то, что нигде не раздается человеческая речь. И вдруг мы ее услышим. Конечно, с радостью подумаем, что кто-то остался на планете. Время давно уничтожило магнитофоны, компьютеры и всю остальную технику, которая теоретически по какой-то причине могла включиться сама собой. Так, благодаря солнечным батареям, радиостанция КТАО первое время продолжит вести трансляцию в автономном режиме без участия людей. Однако спустя пару десятков лет вентилятор главного компьютера придет в негодность и остановится. В результате процессор перегреется, и последнее человеческое радио замолкнет навсегда. Но кто тогда заговорит с нами резким, несколько странным голосом? Попугай. Какой-нибудь пернатый долгожитель, которого в свое время научили человеческой речи. Он наверняка окажется рад после длительного перерыва поболтать с людьми. Хотя, конечно, очень мало шансов встретить подобную птицу. Ученые больше уверены в другом сценарии. По их расчетам, мы попадем в настоящее царство змей. Эти пресмыкающиеся окажутся в очень благоприятных условиях. Грызуны, которые являются их основной пищей, безумно расплодятся в первые десятилетия после исчезновения людей. Так что змеи сумеют очень быстро размножиться и даже сильно увеличиться в размерах. За тысячелетия время сотрет почти все наследие человечества. Уже через 200-300 лет после исчезновения людей мы встретим на планете очень мало каких-либо зданий. Даже небоскребы с остальными каркасами обрушатся, превратившись в гору хлама. Их доконает сырость, коррозия, огромные пласты пыли. Но мы еще найдем на планете кое-какие места, которые напомнят Землю прошлого. В Москве сохранится последнее культовое сооружение – храм Василия Блаженного. Крыша Белого дома, скорее всего, обрушится, но сам он пока выстоит. А звукозаписывающая студия Capitol Records, расположенная глубоко под землей, вообще не изменится. И еще один неожиданный бонус ждет нас на планете. Именно то удивительно вкусное лакомство, о котором мы наверняка мечтали во время долгих скитаний по Вселенной. Фруктовые рождественские кексы. Свеженькие. Как будто с момента их создания не прошли века. У экспертов есть мнение, что такие кондитерские изделия сохранят внешний вид и вкус благодаря алкогольному покрытию. Но по прошествии 500-800 лет никаких кексов, конечно, уже не будет. Что там пища? Не выдержат ударов времени даже очень крепкие бетонные здания.
Арматура внутри них сильно разбухнет из-за влаги и ржавчины, что станет причиной разрушения конструкций. Исчезнут под водой практически все руины городов, что построены на болотистой местности. Среди них окажутся Вашингтон, Санкт-Петербург, Амстердам, Лондон. Современные носители информации, которые будут хранить образцы человеческой культуры, тоже не выстоят так долго. Лазерные диски, фотопленка, бумага и тому подобное к этому времени превратятся в прах. В Пенсильвании под землей расположен архив фотографий и картин имени Отто Бэтмана. В нем находится около 20 миллионов изображений, на которых запечатлены важнейшие моменты человеческой истории. Фотографии хранятся при самой благоприятной температуре – минус 20 градусов Цельсия. Но даже в таких условиях через 300 лет фотографии начнут разрушаться от воздействия микроорганизмов и гнить от сырости. Уцелеют не более сотни изображений, а спустя 500 лет от них вряд ли хоть что-то сохранится. Вероятно, из документов только свитки Мертвого моря благодаря сухому климату останутся целыми несколько дольше. Великолепные фрески Сикстинской капеллы потускнеют от времени из-за воздействия кислорода на краски. Затем потолок сильно растрескается, и вся капелла развалится. Зато мало изменится как раз то, что космические путешественники по возвращению хотели бы видеть меньше всего. Большое тихоокеанское мусорное пятно, слепленное из остатков пластика. Впрочем, к этому времени оно уменьшится из-за того, что чайки будут расклевывать хлам. Через 1000 лет современные города полностью скроются под слоем земли, который покроет растительность. Обрушившиеся небоскребы и другие высотные здания станут новыми холмами. Но все еще мало пострадают здания и конструкции, сделанные из массивных камней. Например, устоят египетские пирамиды, Великая Китайская стена, средневековые замки. Со временем землетрясения доконают самые крепкие конструкции. Знаменитый мавзолей Тадж-Махал построен в сейсмическом районе Индии из мрамора, одного из самых прочных материалов. Однако через 10 веков землетрясение обязательно обрушит сначала минареты мавзолея, а затем все сооружение. Мраморные плиты сохранятся, но о том, что они составляли стены уникального здания, ничто не будет напоминать. В Риме Колизей, построенный из камня, через 1000 лет внешне еще останется узнаваемым. Но растения и сырость очень сильно повредят сооружение, а скрепляющий камни вулканический пепел начнет распадаться. Однажды какое-нибудь землетрясение добьет этот уникальный памятник Древнего Рима. Впрочем, больше всего космических путешественников, вероятно, поразит Новый Лос-Анджелес. Он превратится в царство слонов. В теплом климате, с комфортом обоснуются потомки гигантов, которые обитали в зоопарках мегаполиса. А что если мы вернемся еще позже, в те времена, когда людей не будет на планете уже тысячи или даже десятки тысяч лет? Трудно представить столь далекое будущее, хотя что особенного может быть в мире, лишенном человечества? Леса, луга, горы и равнины, которые чередуются с водоемами. И никаких следов цивилизации. На самом деле на Земле останется еще немало свидетельств о людях. Через 2000 лет сохранятся мощные каменные здания, такие как Нотр-Дам-де-Пари. И, возможно, кто-то из нас еще раз найдет под слоем грунта бесценный шедевр – скульптуру Венеры Милосской, которая сделана из прочного мрамора. Чудесное произведение искусства однажды уже пролежало в земле более 1000 лет, пока в 1820 году его случайно не откопали. После исчезновения людей оно подождет еще тысячелетия. Главное, чтобы было кому его найти. Гораздо более прочными считаются гранитные монолиты. Вернувшись на планету даже через 10 тысяч лет, мы, например, увидим целым и невредимым гранитный мемориал Конфедерации в Стоун-Маунтин, США. А под землей все еще сохранится необычная капсула времени, названная криптой цивилизации. По замыслу авторов, через 6000 лет капсулу должны вскрыть наши далекие потомки. Но так как людей на планете не останется, то ее некому будет распечатать. Еще через несколько тысяч лет капсула рассыплется в прах. Конечно, если мы, космические путешественники, до этого ее не найдем. И хорошенько исследовав планету, получим еще пару бонусов, причем, опять же, очень вкусных.
Это мед в глиняных горшочках и масло в деревянных бочках. Деликатесы надежно сохранятся в торфяных болотах Ирландии, Шотландии, Скандинавии и России. Однако они превратятся в прах через 10 тысяч лет. О том, что человек некогда был венцом природы, на планете напоминаний уже почти не будет. Выживут лишь несколько каменных конструкций. Среди них пирамиды в Гизе и сфинкс, которые почти полностью занесет песком пустыни. Также сохранятся фрагменты Великой Китайской стены. Портреты президентов США, вырезанные в горе Рашмор, останутся невредимыми сотни тысяч лет. Только эти каменные лица на высоте более 1000 метров будут служить подсказкой о нашей цивилизации. Но если спуститься с этой высоты глубоко под воду, то там тоже будет кое-что очень интересное. После обрушения плотины Гувера золото, которое хранилось в Федеральном резервном банке США, уйдет под воду примерно на 140 метров. Благодаря своим физическим и химическим свойствам оно не подвергнется коррозии. Золото может храниться тысячелетия и даже миллионы лет в первозданном виде. Если мы попадем на Землю через миллионы лет после людей, никаких признаков цивилизации не обнаружим. Вернее, почти никаких. Да, кое-что еще останется, правда, придется хорошенько поискать. Так руины некоторых зданий могут превратиться в окаменелости, хотя более вероятно, что они будут уничтожены в результате последующих движений тектонических плит. Ну а человеческой цивилизации наверняка будут напоминать множество мелких обломков вещей глубоко под землей. Сохранятся некоторые из сотен миллионов керамических микропроцессоров с золотым покрытием. Сами устройства, конечно, станут полностью нефункциональными, однако по ним можно будет сделать примерный вывод о достигнутом человечеством уровне развития. Также под землей будут встречаться осколки стекла, пластиковые бутылки и пакеты, другие подобные предметы. А вот барьер в 100 миллионов лет никакие полиэтиленовые пакеты или бутылки не преодолеют. Их приспособятся есть бактерии, которые будут рады столь легко доступному источнику питания. На таких сроках о существовании людей прямо напомнят лишь их окаменевшие скелеты внутри горных пород, а о материальной культуре многочисленные керамические артефакты. Еще на поверхности планеты могут остаться участки с радиоактивными изотопами на местах бывших могильников атомной индустрии. По этим меткам можно будет сделать вывод об их изначальном составе. Сроки распада отдельных радиоактивных элементов исчисляются миллиардами лет. Кроме того, некоторые из глубоких шахт, которые вырыли люди, наверняка не затронет тектоника плит. Они сохранятся до тех пор, пока будет существовать Земля. Шахты можно будет обнаружить с помощью оборудования для сейсмических исследований и георадаров. Только кто станет этим заниматься на полностью безлюдной планете? Разве что животные используют их как свои норы. Какими они будут через миллионы лет? На этот счет существуют разные предположения. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что животные далекого будущего окажутся совсем не похожими на современных. С этим можно согласиться, вспомнив для примера наш мир 60, 70 и более миллионов лет назад. Тогда на планете правили огромные динозавры, летали стрекозы размером с птиц, или возьмем привычных для нас пресмыкающихся, которых сейчас представляют вараны, лягушки, ящерицы. В те времена некоторые рептилии вырастали до гигантских размеров, как трехметровые брахиоподы. Это были грозные хищники, способные вмиг растерзать острыми, как бритвы, зубами даже некоторых динозавров. По мнению некоторых исследователей, животные будущего еще сильнее станут отличаться от современных, чем обитатели доисторической Земли. Геолог-палеонтолог и писатель Дугал Диксон нарисовал свою картину животного мира через 50 миллионов лет. В ней научные расчеты переплетаются с воображением автора. Автор предположил, что мир будет иметь совсем другую конфигурацию. Европа и Африка сольются, закрыв Средиземное море. При этом части Восточной Африки отделятся и образуют новый остров, который автор назвал Лемурией. Азия и Северная Америка столкнутся и перекроют Берингов пролив. Южная Америка отколется от Центральной. Австралия же врежется в Южную Азию, образовав горный хребет. По мнению Диксона, в том мире начнут доминировать членистоногие и рептилии.
При этом многие современные малыши превратятся в гигантских химер. Вот как он представляет этих монстров. Пустыня будет содрогаться от топота огромной черепахи таратоны весом до 150 тонн. Рептилия окажется тяжелее самых крупных динозавров и намного больше африканских слонов. Гигантская черепаха будет бродить по пустыне, пожирая огромное количество зелени с помощью клюва в форме ножниц и мощных челюстей. Никто не осмелится мешать таратоне из-за ее колоссального размера и крепкой, как броня, чешуйчатой кожи. По ночам песок в пустыне начнет шевелиться, и из него, подобно призракам, станут выскакивать огромные улитки. Их Дугал Диксон назвал бункерами пустыни. Улитки будут без устали прыгать по песку на мускулистой ноге, поедая растения. Им подойдет даже самая жесткая пища. Бункеры пустыни запросто перемелют ее с помощью зубов, превратившихся в ходе эволюции в стержни с зубчатым сверлом на конце. Плотоядные животные обзаведутся гораздо более страшным оружием, чем костяное сверло улиток. Причем даже те виды, которые сейчас достаточно безобидны. К примеру, в настоящего монстра превратится огромная черная летучая мышь, которую автор назвал «собирателем смерти». Это чудовище с размахом крыльев до 1,3 метров охотится днем с помощью безумно сильных челюстей и огромных зубов. Когда собиратель смерти видит добычу, то камнем кидается на нее, вонзает в тело длинные когти и вдавливает в песок, а затем вмиг перекусывает жертве позвоночник, заполучив ее совсем тепленькой на обед. Океаны будут кишеть еще более грозными хищниками. Один из них – рыба-призрак, длиной примерно в 4 метра. Ее чешуйчатое тело можно легко принять за кору старого дерева, а плавники и шипы – за сломанные ветви. Хищное дерево способно сутками неподвижно лежать в воде, поджидая добычу. Как только к хорошо замаскированному монстру приблизится неосторожная рыбешка, живой ей уже не уплыть. Вдоль каждого бока рыбы-убийцы проходят сотни электрических блоков мышц, называемых электроцитами. Они генерируют огромный заряд, превышающий 1000 вольт, вдвое больше, чем у электрического угря. Хищник может насмерть поразить током любое животное, исключая разве что слишком крупную таратону. На теле парализованной жертвы тут же сомкнутся мощные челюсти призрака, ряды острых зубов вопьются в ее плоть. Затем рыба-убийца исчезнет в глубинах океана, чтобы никто не мешал ее кровавому пиру. Еще более огромными и опасными вырастут 25-метровые радужные кальмары. Выйдя на охоту, такой монстр сначала устроит настоящее световое шоу, меняя цвет своего тела. Это позволит приманить крупную хищную рыбу, которая питается яркими серебряными, красными, желтыми рыбешками. Как только добыча подплывает ближе, кальмар намертво вцепится в нее мощными присосками и искромсает тело острыми, как бритва, зубами. Но самым ужасным в этой картине будущего у автора гипотезы получился шмель. Чем же может нагнать жути обычное насекомое? Во-первых, оно, по мнению Дугласа, вырастет до размера голубя. А во-вторых, в целях сохранения популяции начнет творить страшные вещи собственной плотью. Это насекомое живет один день и занято только поиском разлагающейся рыбины. Обнаружив падаль, шмель садится на нее, и тут же его живот лопается сам собой. Из тела вырываются личинки, называемые мрачными червями, которые сразу проникают в падаль. Внутри дискообразного рта каждого находятся 2 пары острых челюстей. Одна предназначена для нарезки, другая – для размола добычи. А как же привычные нам суперохотники? Львы, тигры, медведи. Млекопитающих хищников почти не останется, поскольку их грозные когти и зубы проиграют изощренным методом убийства огромных насекомых и моллюсков. Будут ли подобные монстры когда-то на самом деле населять Землю, конечно, большой вопрос. Все в нашем мире может пойти по иному сценарию. В нем место людей займут другие разумные существа, и это будут не инопланетяне. В фильме «Планета обезьян» главный герой Улис Миру после долгого отсутствия возвращается на Землю и с ужасом видит, что на ней правят разумные приматы. Конечно, это лишь фантастика, но мы после космического путешествия действительно можем обнаружить цивилизацию обезьян.
Если люди исчезнут, по мнению ученых, они будут наиболее вероятными претендентами на наше место. Подойдут все приматы с большими пальцами. Это на самом деле очень важный момент. Способность захватывать объект и манипулировать им – как раз то, что позволило людям создать и использовать инструменты. Если не верите, попробуйте без большого пальца орудовать хотя бы ножом и вилкой. Ничего толком не получится. Все человекообразные обезьяны не только имеют большие пальцы, но еще достаточно умные и социализированные. Среди них шимпанзе генетически наиболее к нам близки, и они, вероятно, самые перспективные преемники людей. Давайте выберем шимпанзе и на его примере посмотрим, как все могло происходить. Наше допущение полностью условно. Нет никаких оснований думать, что только один вид может развиться до уровня человека. И еще нужно учесть, что быстрое развитие обезьян возможно только при отсутствии конкуренции со стороны человека. Оно будет происходить не на пустом месте. Специалисты заметили, что у шимпанзе есть зачаточный язык, на котором животные общаются, издавая звуки. Также они используют различные жесты. Эти обезьяны после обучения свободно пользуются инструментами, в том числе молотками и гаечными ключами. А дикие шимпанзе изготавливают и используют примитивные копья. Они всеядны, поэтому их кормовая база очень широка. Данные приматы, как и люди, иногда ведут войны с другими соседями, причем координируют свои действия. При отсутствии людей, чтобы выжить, шимпанзе придется больше пользоваться примитивными орудиями, а также передавать свои знания потомству. Постепенно они откроют способы добычи огня. Узнают, что упущенные семена иногда прорастают и превращаются в растения, которые затем дают много пищи. Одному из шимпанзе обязательно придет в голову идея сохранить несколько семян, расчистить небольшой участок и положить их на землю. Заметив, что птицы поедают семена, первый аграрий покроет их почвой. Вскоре он соберет урожай. В то же время некоторые в общине займутся изготовлением инструментов, другие – охотой или иными делами. Частью урожая либо добычи шимпанзе начнут обмениваться между собой. Так зародится торговля. Примитивные звуки и жесты обезьян со временем станут совершенствоваться, включая все новые понятия. Постепенно у них разовьется настоящий язык, который будет постоянно усложняться. В какой-то момент, возможно, лениво царапая землю палкой, один из шимпанзе оставит похожий на реку след. Воодушевившись своим открытием, обезьяна намеренно начертит контур дерева, которое растет рядом на берегу. Так зародятся искусство и письменность. Не будем продолжать эту сагу. В общем-то, всем уже понятно, как развивалась цивилизация шимпанзе. Отметим только, что она, наверное, во многом будет похожа на нашу. Новые правители мира приручат животных, чтобы содержать их как источники пищи, так и компаньонов. Они будут формировать правительство, устанавливать законы и моральные стандарты, вести войны, развивать науки. К моменту нашего возвращения из космоса разумные шимпанзе, возможно, создадут глобальную сеть интернета, спутники и космическую связь. При встрече с ними мы сначала безумно удивимся. Перед нами определенно будут не люди и все же очень похожие на нас существа. Но наверняка мы быстро догадаемся, что это обезьяны. Как будем налаживать общение с неожиданными братьями по разуму? Существует множество вариантов. Помощь искусственного интеллекта, телепатия или что-то другое. В конце концов, все родились на одной планете, и это поможет найти общий язык. Тем временем какие-то развитые существа смогут столкнуться со следами нашей цивилизации в глубоком космосе. Где-то будут летать зонды, спутники или их останки. Они способны многое рассказать о человечестве и даже стать источниками жизни на других небесных телах. Вполне возможно, что на автоматической межпланетной станции Кассини-Гюйгенс находились живые бактерии. Она закончила свой полет в 2017 году, войдя в атмосферу Сатурна. Один из таких аппаратов после разрушения в космосе может попасть на объект наподобие Энцелада, спутника Сатурна. Есть вероятность, что бактерии приживутся на новом месте и начнут размножаться. Таким образом,
Где-то через 2 миллиона лет на какой-то луне благодаря человеческой цивилизации зародится жизнь. Кроме того, при разрушении спутников часть наиболее стойких артефактов, таких как керамические микропроцессоры, тоже могут приземлиться на некие планеты. Ранее в них могли попасть микроорганизмы и повторить структуру микропроцессоров. Тогда новые существа постепенно приобретут способность к электрическому взаимодействию и в такой форме начнут эволюцию в далеких мирах. Зонды Voyager тоже, вероятно, продолжат нести информацию о нашей цивилизации. Через 40 тысяч лет, по расчетам ученых, Voyager 1 встретится со звездой Gliese-445 в созвездии Жирафа на расстоянии 17,6 световых лет от Земли, а Voyager 2 через 30 тысяч лет приблизится к красному карлику Рос-248 из созвездия Андромеды в 10,3 световых годах от нас. К этому времени состояние обоих аппаратов будет критическим, поскольку их корпуса сильно повредят частицы космической пыли. Золотые пластины с информацией о Земле, прикрепленные к каждому Voyager, тоже окажутся изрядно потрепанными. Их уже вряд ли кто-нибудь сумеет прочитать, но зонды все равно будут нести много ценных сведений о нашей цивилизации. Если не случится какой-то катастрофы, оба Voyager продолжат свое невероятное турне по межзвездному пространству, в основном среди пустоты. Вопреки бытующему мнению, звезды и другие небесные тела находятся на невероятно огромном расстоянии друг от друга. Так что у зондов достаточно мало шансов наткнуться на одно из них. Если же посмотреть в будущее еще дальше, то через 500 миллионов лет Солнечная система и Voyager совершат полный оборот вокруг Млечного Пути. Невозможно предсказать, что к тому времени произойдет с Землей. Это огромный промежуток времени. Примерно столько же лет потребовалось, чтобы на нашей планете образовались и разрушились суперконтиненты Пангея, а затем Лавразия и Гондвана. Но смогут ли зонды так долго продержаться в межзвездной среде? Ученые склоняются к мнению, что в основном все зависит от количества пыли в Млечном Пути. Она летит по космосу с безумной скоростью до 5 км в секунду. Ее частички, как нанометеоритный ливень, медленно разрушают обшивку зондов. Причем даже пылинка размером в 0,01 мм при столкновении оставит свою микроскопическую отметину на корабле. Астрофизики много раз моделировали траектории зондов, их встречи с облаками пыли и возможные повреждения. Расчеты доктора наук астрономического института Каптейн в Нидерландах Ника Оберга показали, что дольше всего имеют шансы продержаться золотые пластинки. У них меганадежная защита. Под их золотой оболочкой скрывается алюминиевое покрытие, а под ним медная основа. Но главное, пластинки снабжены энергией, можно сказать, навечно. Период полураспада плутония-238 в ядерном реакторе Voyager составляет всего 87,7 года. Зато небольшие участки золотых пластинок покрыты ураном-238, который будет действовать 4,5 миллиарда лет. В то время Млечный Путь уже должен столкнуться с галактикой Андромеда. Правильная спиральная форма Млечного Пути сильно деформируется и, возможно, полностью разрушится. Катастрофа может выбросить зонды из новой чудовищной галактики. Шанс этого события оценивается как 1 из 5. В этом случае главной угрозой для золотых пластинок в межгалактическом пространстве станут космические лучи и странные молекулы горячего газа. Если же пластинки останутся внутри объединенной галактики, их судьба будет зависеть, не поверите, но опять от той же пыли. Попав в плотное пылевое облако, пластинки получат огромные шансы быстро разрушиться. Впрочем, пыли может быть и мало, ведь звездообразование в то время практически прекратится. Тогда золотые послания человечества будут дрейфовать по совершенно неузнаваемой галактике, свободной от звезд главной последовательности. В космосе останутся чуть ли не одни черные дыры и останки светил, белые карлики и нейтронные звезды. Все погрузится в кромешную тьму, только редкие вспышки сверхновых будут порой освещать небо.
В этом негостеприимном мире золотые пластинки могут блуждать триллионы триллионов лет. А значит, напоминая о человечестве, будут существовать в космосе, пока наша Вселенная жива. Это лишь один из предложенных вариантов существования Земли без людей. Но какой был смысл путешествия по миру, который является целиком гипотетическим? Прежде всего, невероятные события, с которыми мы познакомились, несомненно, будет воображение. Мы также убедились, что и без людей на нашей планете все будет очень круто. Согласитесь, радостно за Землю, хотя немного обидно за себя. Неужели мы так мало значим в своем родном мире? Но обиды обидами, а это должно побудить нас быть более внимательными к своим действиям. Без людей ход биологической эволюции продолжится. Виды смогут лучше адаптироваться и развиваться в соответствии с естественным отбором и изменениями окружающей среды при отсутствии человека. А вот людям не обойтись без содружества с природой, иначе в один прекрасный день мы действительно можем исчезнуть с лица планеты. Пока у нас есть возможность сформировать будущее мира на основе экологической гармонии и устойчивости, и надо этим воспользоваться. Тогда наши потомки смогут увидеть Землю во всей ее уникальной красе. А мы, космические путешественники, после дальних полетов будем возвращаться в мир, полный людей, за которыми так скучали.